Если вы реально хотите что-то изменить в вашей жизни, вы должны чаще задумываться о вашем сознании. Я есмь Сурья, пришедший к вам вновь через этого посланника. Предметом нашей сегодняшней беседы будет ваше сознание. Вы не задумываетесь, находясь среди суеты вашей повседневной жизни, о самом главном, о вашем сознании. Вы думаете о вещах, о пище, о работе, о семье, о развлечениях. Вы думаете о массе вещей, но вы редко задумываетесь о вашем сознании. Я хочу вам сказать, что ваше сознание является столь же важным вопросом, как вопрос о Боге. Потому что ваше сознание – это то, что переживает вас. Это то, что сохраняет весь ваш жизненный опыт, наработки всей череды ваших жизней. И на самом деле уровень вашего сознания определяет все, что с вами случается в жизни. Уровень вашего сознания очень тесно связан с вашей кармой и кармой окружающих вас людей. Чем более высоким является процент отработки вашей кармы, тем выше уровень вашего сознания, и тем ближе вы к Богу. Уровень вашего сознания также связан с вашими вибрациями. Чем выше уровень ваших вибраций, тем выше уровень вашего сознания. И поэтому уровень вашего сознания притягивает вас к тому или иному окружению. Подобное притягивается к подобному. Поэтому, если вы реально хотите что-то изменить в вашей жизни, вы должны чаще задумываться о вашем сознании. К любой вещи, к любому событию, которые вас окружают в физическом мире, можно подойти с двух сторон. На все существуют две основные точки зрения. И все многообразие жизни, и все многообразие жизненных выборов сводится к вашему выбору. Какой мир вы выбираете? Выбираете ли вы иллюзорный мир, или вы выбираете реальный мир Бога? Я приведу вам примеры, поясняющие предмет моей беседы. Представьте себе,
что вы находитесь в абсолютно гармоничном состоянии сознания. Вы наверняка в своей жизни испытывали такие состояния. Вы чувствуете глубокий внутренний покой, равновесие, беспричинную радость и любовь ко всему, что вас окружает. Бог посылает вам такие минуты, чтобы вы могли в сложных жизненных ситуациях возвращаться к ощущениям, которые вы испытывали в эти блаженные минуты своей жизни. Я рекомендую вам вспомнить такие состояния или попытаться надежно зафиксировать это состояние в памяти, когда оно снизойдет на вас в ближайшем будущем. Это тот эталон, с которым вы будете сравнивать ваше состояние сознания в другие моменты вашей жизни. Теперь представьте себе, что вы сталкиваетесь с любой негармоничной ситуацией в вашей жизни. Это может быть грохочущая рок-музыка, негармоничные люди, много небожественных проявлений, с которыми вы сталкиваетесь каждый день. И при вашем столкновении с этими негармоничными жизненными ситуациями наступает очень важный момент. Вы можете включиться в эту ситуацию, и вы можете остаться в равновесном состоянии. Я приведу конкретный пример. Вас оскорбили на работе, в семье или на улице. Оскорбили, как вам кажется, совершенно незаслуженно. Вы можете реагировать двумя разными путями, о которых я говорил выше. Вы можете включиться в ситуацию и начать доказывать, что вы правы и вас незаслуженно оскорбили. И вы можете не включаться в ситуацию. Просто зафиксировать эту ситуацию в своем сознании, но не вкладывать в нее ваши энергии. Помните, что весь этот иллюзорный мир поддерживается исключительно вашей энергией. И вы сами ежеминутно и ежесекундно делаете выбор, куда направить свою энергию. И если вы включаетесь в неприятную ситуацию, в которую вы попали, вы начинаете вкладывать в эту ситуацию энергию, которая поступает в вашу ауру из божественного мира по кристальной струне. Что происходит при этом? Вы вкладываете свою энергию в несовершенство, и вы умножаете иллюзию. И большинство людей, живущих на Земле, поступает подобным образом. Этот мир поддерживается только вашей энергией, и вы своей энергией подпитываете все несовершенство этого мира. Другой выбор, который вы можете сделать, когда попадаете в негармоничную ситуацию, отказаться вкладывать свои энергии в несовершенство. Да, вы отмечаете, что эта ситуация несправедлива. Но вы понимаете, что все, что происходит в вашем физическом мире, является иллюзией. Поэтому вы просто
убираете эту ситуацию из своего сознания и не позволяете своему сознанию думать об этой ситуации. Это не значит, что вы безразличны к небожественным проявлениям вашего мира. Вы даете свою оценку. Вы обязательно даете свою оценку. Вы можете даже сказать на доступном окружающим вас людям уровне о своей оценке. Но вы не вкладываете в свою оценку энергии. Вы вспоминаете те гармоничные состояния, в которых вы пребывали, и вы уводите свое сознание на этот уровень из окружающей вас негармоничной ситуации. Я вполне отдаю себе отчет, что то, о чем я вам говорю, может проделать адепт очень высокого уровня. Но для большинства людей, которые читают эти строки, такая реакция на жизненные ситуации будет недоступна. Однако вы должны знать, к чему вам устремляться. И вы должны предпринимать попытки к изменению своего сознания. Все божественное совершенство присутствует внутри вас. И только вы сами решаете, пребывать в этом совершенстве или предаваться иллюзии этого мира. Я хочу вам дать в заключении образ Будды, сидящего на берегу реки. Будда сидит в позе медитации и наблюдает за рекой. Он видит, как по реке проплывает щепка, затем бревно. Затем он видит, как мимо проплывает лодка с людьми. Будда видит все это. И он дает оценку каждому предмету или явлению, с которым он встречается. Но он не вкладывает своей энергии ни в один из этих предметов. Он просто называет вещи своими именами, и все. Если на месте Будды будет сидеть обычный человек, его мысли будут цепляться за каждый предмет, который он видит. Он будет думать, глядя на щепку, какие безответственные люди загрязняют реку. Он будет думать, глядя на бревно, как бы он использовал это бревно в своем хозяйстве. И он будет обсуждать в своем сознании каждого человека, сидящего в проплывающей мимо лодке. Я привел вам этот пример, чтобы окончательно прояснить вам, как вы своим сознанием порождаете окружающую вас иллюзию. Постоянно держа в своей голове отрицательные ситуации, с которыми вы сталкиваетесь в жизни, и прокручивая свою реакцию на эти ситуации и реакции окружающих людей на ваши реакции, вы посылаете свою Богом данную энергию на умножение окружающей вас иллюзии. То же самое относится к любому несовершенному чувству, которое вы допускаете в свое сознание. Вам нужно постоянно анализировать все свои мысли и все свои чувства и сравнивать их с эталоном совершенного состояния,
которое вы обязаны постоянно держать в своей памяти. Вот почему вам необходимо отказаться в своем сознании от такого чувства, как борьба. Когда вы настроены на борьбу, то вы притягиваете предмет борьбы в свой мир. Это касается так полюбившейся вам борьбы с падшими ангелами. Если вы настроены на борьбу, то вы всегда найдете в окружающих вас людях предмет своей борьбы. И если вы не испытываете желания бороться, то вы не встретите на своем пути людей, с которыми вам нужно будет бороться. Мало того, сохраняя постоянно свое сознание на высоком уровне, вы сможете заразить этим вашим состоянием сознания каждого, с кем вы сталкиваетесь в вашей жизни. Я пытался сегодня зафиксировать ваше внимание на вашем сознании, потому что это та вещь, с которой вы должны работать всегда. И для того, чтобы вам работать с вашим сознанием, согласитесь, что вам не нужно ничего, кроме вашего желания и вашего стремления изменить свое сознание. Я буду рад, если сегодняшняя беседа будет принята вами не как абстрактное рассуждение, а как руководство к действию. Я есмь Сурия.